Всем привет, дорогие подруги, здрасте. Давно хотел сделать аналогичное видео, как не попасть на развод, когда у вас сломался, допустим, компьютер. Просто ко мне с завидной регулярностью поступают истории о том, как люди, ремонтируя свои ноутбуки, компьютеры, сдают их в ремонт, а с них потом берут денег, бывает в 2-3 раза больше, чем сама эта техника стоит. Так еще и отдают технику потом не шибко отремонтированную. Сразу скажу, я не беру в расчет, когда вам помогает в ремонте компьютера ваш брат, сват или там на работе айтишник, которого вы за бутылку кефира попросили помочь с ремонтом. Также добавлю, во всех моих видео, как и в жизни, однозначного ответа нет. Мы лишь разберем варианты, какие у вас будут, когда вы останетесь со своей сломанной техникой один на один. Ну и оценим, само собой, риски. Выбор вам придется делать самому. Так что давайте разбираться. Обычно есть 3 пути решения проблемы. Это частные мастера, официальные сервисные центры и не совсем официальные сервисные центры. Каждый из этих путей мы оценим по 2 категориям. Это качество работ и предполагаемая стоимость. А в конце разберем, что делать, если вы ремонтом или ценником оказались недовольны. Но в первую очередь, каким бы путем вы ни пошли, нужно сделать 2 нехитрых действия. Во-первых, почитать отзывы о том или ином сервисном центре или частном мастере. Это поможет вам в оценке его компетенции и честности. Компетенция или компетентность? Во-вторых, и это очень важно, сфотографировать свою технику со всех сторон. Если у вас ноутбук и вы боитесь снимать заднюю крышку, хотя бы все сколы, потертости, повреждения, это вам поможет, если после ремонта обнаружатся новые. Если у вас стационарный компьютер, тут проще. Не поленитесь открутить 2 винта, снять крышку и все внутренности, все комплектующие тщательно сфотографировать серийными номерами. Потому что если вы попадете на сервисный центр, который вас будет обманывать, часто они говорят, что заменили те или иные комплектующие, но не меняют их. Так дешевле. Дополнительно будет чем пойти в отдел по защите прав потребителей, если у вас найдется время и желание доказывать свою правоту. Начнем с частных мастеров. Их можно найти развешенными на столбах, подъездах, это не их самих, а их объявления. Также на Авито. Здесь качество работы напрямую зависит от знаний мастера и его ответственности. То есть, если мастер вам попадется безалаберный, он может слить лишних ваших денег на закупку запчастей, которые менять не надо. А если попадется ответственный, который будет ценить ваше время и деньги, он 7 раз отмерит и лишь потом вам скажет, в чем проблема, и тогда еще и дополнительную консультацию проведет, расскажет, почему так случилось и как избежать рецидива в дальнейшем с поломкой. Может ли вас обмануть частный мастер? Да, такое случается. Но здесь опять же все зависит от человека. Вы можете, напомню, почитать отзывы. Если отзывов нет, представьте, что вы заходите в торговый центр, и там уже на протяжении 10 лет один и тот же мастер ремонтирует ноутбуки. Это вызывает больше доверия. В то же самое время, если к частному мастеру вы привозите свою технику на дом, это тоже больше плюс, чем минус. Однако, если вы вызываете незнакомого человека к себе, вы можете положиться только на опыт тех людей, кто с ним уже однажды имел дело, или на свою чуйку. В общем и целом, если вы имеете дело с частным мастером, здесь все цены договорные, все общение чаще неофициальное, как с другом. Да, многие частные мастера могут выдавать чеки, и даже в налоговой они отчитываются, но все ваши товарно-денежные отношения основываются на том, как вы с ним договоритесь. Его дело сделать вам ремонт техники хорошо, чтобы вы еще раз обратились, а ваше дело заплатить ему хорошо, чтобы он в следующий раз вам сделал еще лучше, как другу. Но это в идеальном мире должно быть так. Второй путь – официальные сервисные центры. Проще всего их найти на сайтах производителей. Asus, там Samsung, Acer, без разницы, какая бы у вас ни была техника, даже если срок гарантийного обслуживания прошел, вы заходите на сайт производителя и смотрите поддержку, где в вашем городе находятся их официальные сервисные центры. И даже не по гарантии вам за отдельную плату отремонтируют технику. Но важно, искать нужно только на официальных сайтах samsung.com, asus.com и так далее. И не путайте, есть сервисные центры, которые работают вроде как по лицензии, но только в официальные сервисные центры люди несут технику по гарантии. Но можно и без гарантии, за денежку. Также не нужно бояться, если у вас техника сборная,
Они часто работают с десятком другим производителей, и вы всегда можете позвонить и спросить, обслуживают ли они именно ваше устройство. И здесь кроется их главный минус. Вашу технику с вашей поломкой они могут тупо не принять. У них есть официальный определенный перечень работ, которые они осуществляют. Что-нибудь другое делать они не намерены. Например, они не будут паять какие-то элементы на видеокарте, материнской плате, менять вертушку в блоке питания. Никакого колхоза, только официальное обслуживание. Сразу скажу, у таких сервисных центров в подавляющем большинстве нет выездных мастеров. То есть вы должны приехать к ним в офис, и там мастер-приемщик оценит, что с техникой не так предварительно, и примет ее уже на ремонт. Мастера, который будет вам технику ремонтировать, вы, скорее всего, даже не увидите. Качество работы в таких сервисных центрах официальная. Техника будет отремонтирована хорошо, но именно от той проблемы, с которой она поступила. В официальном сервисном центре наткнуться на развод крайне маловероятно. Здесь все цены бывают вплоть до рубля. То есть, если для ремонта нужно было сбросить BIOS на материнской плате и вам записали еще и чистку, потому что ноутбук был грязный, мастеру было неудобно с ним работать, то вы вполне можете заплатить условно 2236 рублей. Также эти сервисные центры обязательно выдают гарантию. На месяц-другой, может быть полгода, на замененные комплектующие именно. То есть, если в дальнейшем у вас с ноутбуком случилась опять беда, но уже в другом месте, сервисный центр за это отвечать не будет. У них все официально. И если вы мобильный человек, то есть можете заехать в определенное место, и не хотите общаться ни с кем, ни о чем, собственно, договариваться, вы практически молча можете сдать туда свою технику и быть уверенными, что ее хорошо отремонтируют, и никому не придется ничего доказывать. И что очень важно, лишнего с вас там точно не возьмут. И если вы недовольны результатом работы официального сервисного центра или частного мастера, стесняться не нужно. Официальные сервисные центры выдают гарантию именно для этого. Везде имеет место человеческий фактор, мастер мог ошибиться, по гарантии приносите, вам его ошибку исправят. Возможно, тот же самый мастер. А с частным мастером все опять же зависит от человека, с которым вы работаете. Он может как доказывать вам, что вы неправильно техникой пользуетесь, а он все сделал хорошо, но также он может и понять, что действительно это его ошибка, и ее исправить, возможно, даже бесплатно. Но тем не менее, если после ремонта у частного мастера техника ведет себя не так, как вы хотели, как минимум связаться с ним и сообщить ему об этом стоит попробовать. Однако, оставляйте вероятность того, что мастер может быть все-таки прав. Постарайтесь держать диалог и быть объективными в своих претензиях. Ну и последняя дорога, самая рискованная, это неофициальные сервисные центры. Они вам будут попадаться на глаза чаще всего. Это коммерческие организации, и их самая главная цель это извлечение прибыли любым путем. Они не скупятся на рекламу, они развешивают свои объявления везде, на Авито, на подъездах, магнитики кидают в почтовые ящики и так далее, и так далее. То есть всегда в первую очередь на глаза вам будут попадаться объявления неофициальные. Вот просили его говорить, а теперь он начал разговаривать, когда у меня видео снимается. Да. Это коммерческие организации, которые во главе угла ставят именно извлечение прибыли. То есть им нужно как можно больше клиентов и с них взять как можно больше денег. То есть вы в первую очередь будете встречать их объявления везде. На Авито, Юле, там просто в интернете. Будут и объявления на столбах. Они могут выдавать себя за частных мастеров и даже, не знаю, магнитики по почтовым ящикам раскидывать для холодильника. Конечно, я уверен, есть и честные официальные сервисные центры, которые хотят извлечь, конечно же, свою выгоду, но работают честно. Но таких меньшинство. Они не выдерживают конкуренции, потому что неофициальные сервисные центры, которые будут разводить людей, они настолько в подавляющем большинстве и настолько глубоко засовывают язык в задницу потенциальных клиентов, чтобы ни в коем случае их не терять, что честные сервисные центры здесь конкуренции просто не составят. То есть, если вы звоните в такой сервисный центр, вам мастер приедет, когда вам удобно, куда вам удобно, будет одет, как вам удобно, все до того момента, пока он не заберет вашу технику на ремонт.
И с этого самого момента начнутся проблемы. Каждый мастер в таком сервисном центре работает индивидуально. Ему просто предоставляют потенциальных клиентов, и он сам их обрабатывает в меру своих способностей. Он будет вам отзваниваться и рассказывать, что нужно менять то, сё, пятое, десятое, и выжать пытаться будет из вас денег по максимуму. Они работают на средний чек. То есть их зарплата заключается по большей части от того, сколько они в среднем из каждого клиента выжимают денег. Мастера в этих сервисных центрах пользуются незнанием людей. В двух сферах: их компьютерной необразованностью и непониманием, сколько должна стоить та или иная работа. Люди ленятся узнать, загуглить, сколько приблизительно стоит замена, например, материнской платы, кулера или что-нибудь еще. И в итоге получается, что ценники могут просто быть конскими, несоизмеримыми с реальностью. Чаще всего от разводов в таких сервисных центрах страдают люди, жители мегаполисов, где уровень заработка выше, и люди готовы заплатить больше за ремонт техники. Но в той или иной степени, я думаю, в каждом областном центре или большом городе есть некий аналог. О качестве работ в таких сервисных центрах и говорить нечего. Чаще всего там не делают ничего вообще. В прайсе вам будут при оплате написано, что замена тех или иных комплектующих, но зачем их менять, так дешевле. Компьютер могут привести просто в относительно рабочее состояние и плевать, что он у вас перестанет работать через 2-3 дня. Если вам для работы компьютера нужно было просто переустановить винду, вам повезет, если это сделают. Если не поленится мастер, но запишут в прайсе могут и десятки тысяч. Как уберечься от таких сервисных центров? В первую очередь читать отзывы. И причем не поленитесь, на разных сайтах, где отзывы пишут, почитайте отзывы под 1-2 звездами. Там люди жалуются. Почитайте, сколько с них взяли денег, насколько у них работоспособная была техника, и вы сразу раскусите таких мошенников. Уточняйте детали. Понятное дело, что ни один сервисный центр, даже официальный, и уж тем более частный мастер, я напомню, там все цены договорные, вам все равно заранее никто не скажет до диагностики, сколько будет стоить работа, потому что неизвестно, что с компьютером, как бы вы ни рассказывали. Но в сервисных центрах за делом на развод есть некий прайс. Он очень гибкий, который позволяет выманивать деньги из клиента легко и в больших количествах. Можете спросить, допустим, установка драйверов, у них 500 рублей. Спросите, это одного драйвера или всех? Потому что мастер при установке этих драйверов вам потом скажет: вот я устанавливал 10, с вас 5000. А еще снять крышку сколько-то стоит, заглянуть внутрь, переустановить винду, установить программки, каждые по отдельности тоже каких-то денег стоит, и вы заплатите 10-15 без проблем. Официальные сервисные центры, у них мастера работают на зарплату, у них загруженность большая, потому что им часто приносят технику ремонтировать по гарантии, и напомню, вы там мастера чаще не увидите, приемщик один ремонтирует другой. Здесь немножко по-другому. Звонки принимают операторы, а уже мастера выездные — это отдельные лица, которые каждый работает со своим клиентом и каждый по-своему вас разводит. И если вас недостаточно насторожили отзывы, вы решили позвонить в такой сервисный центр, уточняйте. Если девочка-оператор начинает юлить, мутить что-то, не отвечать на вопросы, но всеми правдами и неправдами хочет выманить у вас контактные данные и адрес, составить заявку на выезд мастера, это должен быть еще один звоночек. Но если вы все же человек рисковый, у вас не было времени или сил, желания звонить, уточнять, читать отзывы, и все-таки отдали свою технику на ремонт абы кому, а потом у вас появляется некое душевное чувство неспокойствия, когда понимаете, что ваш 5-летний ноутбук в ремонте не должен стоить 20 тысяч рублей. Хотя бы в этот момент у вас должно уже найтись время и желание пойти в отдел по защите прав потребителей, написать заявление в прокуратуру, возможно, и с этим заявлением прийти уже в этот сервисный центр. У них всегда есть какой-нибудь адрес. Часто в таких сервисных центрах есть и выездные мастера, и сервисный центр полуофициальный, который исправляет ошибки выездных мастеров, если люди жалуются. Опять же, в подавляющем большинстве случаев они не будут с вами ни спорить, ни судиться, ни доказывать что-то, ни требовать деньги. Они вернут вам вашу технику, и если у вас есть фотографии, вы сможете сверить
в том ли она состоянии, которым вы отдавали, в той ли комплектации или нет. Но стесняться не надо. Главный расчет их и идет на то, что люди не будут связываться, заплатят, заберут абы как и больше им не позвонят. Но если хотя бы каждый третий человек придет к ним за техникой с заявлением, им уже не будет выгодно работать. А еще забыл сказать, весь софт у них чаще всего пиратский, что сыграет вам на руку при подаче заявления. Пару слов для тех, кто в этих сервисных центрах работает выездными мастерами. Деньги – это самое что ни на есть наживное. Если сегодня кто-то из-за вас потеряет 15-20 тысяч рублей, это обидно, но не критично. Гораздо страшнее потерять уважение к самому себе. Через пару лет работы вас уже, возможно, будут узнавать иногда. Кто-то с укором посмотрит, кто-то даст в глаз. Надолго у вас хватит наглости смотреть на себя в зеркало? А самое смешное, что львиную долю тех денег, которые вы забираете у людей, вы даже не получаете. На вас наживается ваше начальство, и при любой угрозе, если вдруг будет суд до следствия, от вас открестятся. Никто не будет из-за вас судиться. Вы для ваших начальников просто расходный материал, которых по объявлению молодых студентов, жаждущих денег, они понаберут десятки, а то и сотни. Ваша жизнь в ваших руках. Понимаю, что мало кого я смогу переубедить, но думайте, береги честь с молоду. А вам, другие подруги, надеюсь, мое видео поможет не быть обманутыми при поломке компьютера и сделать правильный выбор, в чем вам большой-большой удачи, а лучше знаний и мастерства. Пока-пока.